Добрый день. В рамках нашего марафона «Здоровая стройность» хочется продолжить разговор о привычках. Есть 5 основных привычек, которые помогают сохранить здоровье и талию. Коротко, это вода, движение, сон, позитивное мышление и режим жизни. Сегодня хочется поговорить о движении, о важности физических нагрузок не только для похудения, но также для сохранения здоровья, молодости и красоты. Порой я вижу объявления о марафонах похудения без физических нагрузок. И возникает вопрос, можно ли похудеть лежа на диване? Да, можно, но в чем заключается это но? Допустим, будем есть вдвое меньше и похудеем, правильно? Правильно. Но в таком похудении есть несколько неприятных моментов. Чем опасен отказ от физических нагрузок? Организм снижает свои энергорасходы, мышечную активность, пульс, замедляет процесс роста и восстановления. Сокращая затраты энергии, организм избавляется от мышц, так как они более энергозатратны, чем жировая масса. И через какое-то время скорость потери веса снизится или остановится. Мы можем потерять 3-4 килограмма в месяц не жиром, а мышцами. И здесь еще вопрос о питании, но об этом чуть позже. Набрать же за месяц этот вес можно исключительно жиром. И в результате человек при той же калорийности, при которой он раньше худел, начинает толстеть, потому что энергозатраты снизились с потерей мышц. И даже потолстев, он не увеличивает энергорасход до прошлых значений, так как с прибавлением жира энергозатраты почти не меняются. И внешний вид, и физические показатели человека при этом заметно ухудшаются. Чем опасен отказ от физических нагрузок? Вот я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту схему, возможно, тогда вам легче будет это воспринять. Смотрите, без физических нагрузок мы попадаем в некую воронку гиподинамии. То есть человек садится на диету и при этом отказался от физических нагрузок. Уменьшаются энергозатраты у человека, и при этом у него объем мышечной ткани уменьшается. Если уменьшается объем мышечной ткани, энергозатраты снова уменьшаются. И тогда объем жировой ткани увеличивается. И шаги 3, 4, 5, 6, они повторяются и расширяются по спирали. Это такой упрощенный, схематический, здесь показан момент, почему, продолжая питаться на том же уровне, но не включая физические нагрузки, человек может набирать вес и увеличивать свою жировую массу. Дело в том, что при той же калорийности, при которой он раньше худел, человек начинает полнеть именно из-за уменьшения энергозатрат. И чтобы не получилось так, что человек начинает есть меньше, а толстеть еще больше, нельзя снижать дефицит потребляемой пищи более чем на 10-20% привычного рациона и переходить на границу потребления пищи, за которой организму перестает хватать пищи на ежедневные нужды, на энергосбережение сердца, мозга, легких. Мы в таком случае можем попасть в порочный круг. Почему еще опасно терять мышечную массу? Дело в том, что есть болезнь, которая связана с потерей скелетной мышечной массы и функции мышц. Называется саркопения. В большей степени она распространяется на людей старшего возраста. Есть показатели, что люди старше 60 лет подвержены саркопении где-то от 15 до 50% людей. У лиц среднего возраста
45 до 60 лет от 8 до 10%. Иными словами, человек при саркопении ощущает, что уходят силы, и мышцы уже не способны выдержать ту нагрузку, которая еще недавно казалась адекватной. Саркопения у людей среднего возраста может развиваться на фоне жестких диет, когда организм не получает в нужном объеме аминокислоты, витамины и микроэлементы, принимающие участие в формировании мышечной ткани. Причины развития саркопении – это могут быть возрастные изменения гормонального фона, изменение функции мышечной ткани, как белкового депо, снижение способности мышечной ткани к регенерации, нарушение сигнального молекулярного взаимодействия, неврологические причины и гиподинамия. К нарушениям передачи нервных импульсов к мышечным волокнам приводит, например, дефицит витамина D, таурина, селена, возникший в результате нерационального питания и нехватки солнечного света. Слабость мышц может развиваться при заболеваниях, требующих длительного соблюдения постельного режима. Например, моя крестная получила перелом шейки бедра, и после того, как врач ей порекомендовал уже начинать какие-то делать физические упражнения и понемногу через боль вставать и начинать ходить, ей было больно, она была не готова эту боль пережить и боялась второй раз упасть, и она просто не делала никаких физических упражнений, продолжала лежать. В результате она получила атрофию мышц, и по сути у нее развилась саркопения, при которой она уже не могла сама двигаться и полностью была зависима от помощи другого человека. К факторам, ухудшающим течение саркопении, относят хроническую сердечную недостаточность, заболевания легких, сахарный диабет, неоптимальное питание и прием некоторых медикаментов. Следует еще учесть, что при сочетании саркопении с увеличением жировой массы развивается так называемое саркопеническое ожирение. Оно может привести к повышению риска развития сердечной недостаточности, увеличению риска метаболического синдрома, артериальной гипертензии, нарушению нормального соотношения липидов в крови, также может провоцировать атеросклероз, инфаркт и инсульт. Мышечная слабость у пожилых людей неизбежна. Это с возрастом происходит. Однако при правильном питании и достаточных физических нагрузках этот процесс можно, если не остановить, то хотя бы замедлить и сделать менее выраженным. Чего мы с вами хотим? Мы же не хотим быть в старости беспомощными, немощными, неподвижными, правда? Мы ведь хотим быть стройными, молодыми, красивыми еще очень много лет. Играть с внуками в футбол и в 60 еще танцевать, правда? И возвращаемся к вопросам лишнего веса. Сравните две таблицы. Профилактика ожирения и профилактика саркопении. Отличие есть в определении питания. И то это вопрос спорный, смотря что вкладывать в понятие протеиновое питание. Для обычного человека достаточно потреблять 1 грамм белка на 1 килограмм массы тела. А если вернуться к началу нашего разговора о привычках для похудения, то вывод очевидный. Надо двигаться. И теперь у меня к вам вопрос. Хотите вы худеть на диване или все же будем проходить 10 тысяч шагов, танцевать, двигаться, делать различные виды гимнастики, зарядки?
Получается, что если мы решили похудеть, то делать это более эффективно и более красиво мы сможем только лишь увеличивая физическую активность, либо привлекая физическую активность в свою жизнь, если раньше вы этого не делали. Дело в том, что адекватные физические нагрузки позволяют сохранить мышечную массу, увеличивая ежедневные энергозатраты при физических упражнениях, позволяют при этом питаться сытно и уменьшают вероятность почти всех симптомов и заболеваний, характерных для толстых, тучных людей. Умеренные физические занятия поначалу могут быть небольшими и недлительными. Э, И, как правило, это поможет и уменьшить уровень холестерина, чувствительность к инсулину. И также стоит помнить, что основные мышцы у человека в ногах, и никакая работа руками не сравнится с движением. И хорошо и просто применять самые самые простые какие-то физические упражнения. Какие именно, какую нагрузку можно выбрать? Здесь вопрос в индивидуальных предпочтениях и возможностях. Кардиотренировка – это вид физической активности, при которой сердце работает в учащенном режиме и источником энергии выступает подкожный жир и гликоген. И нагрузки такого рода положительно влияют на работу органов, укрепляют сосуды, развивают дыхательную систему, повышают выносливость и помогают похудеть. Намного эффективнее заниматься кардиотренировками в интервальном режиме. Например, 30 секунд интенсивной работы, 15 секунд отдыха. Это поможет сжечь калории, уменьшить потерю мышечной ткани, ускорить процесс жиросжигания и позволит провести тренировку максимально продуктивно за меньшее количество времени. О чем стоит помнить? О том, что убрать жир в каком-то одном конкретном месте сложно, но при общем похудении легко достигается и уменьшение живота. Также для ориентировки примите к сведению, что для того, чтобы сжечь 300 килокалорий, обычному человеку с лишним весом требуется пробежать примерно 4-5 километров. Вначале проще всего сгонять лишний вес именно кардиоупражнениями. Стоит учитывать, что при большом индексе массы тела, больше 30, обычно рекомендуется избегать больших ударных нагрузок на суставы. Бег и прыжки в этом случае нежелательны. Лучше ходьба, велосипед, плавание. И если физические нагрузки еще не были активно включены в вашу жизнь, то самый простой вариант – это ходьба. Также хочу заметить, что нагрузки на пределе сил сжигают калории не только во время занятий, но и в течение суток после занятий. Выбирайте упражнения по душе и по возможностям. Я уже сказала, самое простое – это ходьба. Это может быть прогулочная, ускоренная, скандинавская. Это может быть ходьба на месте. Это могут быть приседания, классические или балетные. Если у вас большой вес и есть слабость в мышцах на данный момент, можно для начала садиться на стул и вставать, и какое-то время делать приседания именно на стул. Можно выполнять подтягивание коленей и груди, наклоны туловища плюс махи руками, боксирование, шаги в сторону с подъемами рук вверх и с подъемами рук в сторону. Китайская жиросжигающая ходьба. Это могут быть танцы, зумба. Это может быть подъем-спуск по лестнице. И, конечно же, можно посещать силовые занятия в зале, велосипед, плавание. Старайтесь подобрать себе занятия, чтобы заниматься с удовольствием. И дело не только в выработке приятной привычки. Давно известно,
то эндорфины стимулируют в организме выработку гормона роста. Также положительно на мышечный рост влияет хороший сон, поэтому старайтесь высыпаться. Но про сон мы поговорим чуть позже. Итак, какие упражнения вам по душе и по возможностям? Напишите в чат, какие из упражнений вы принимаете для себя и какие вы выполняете. Дайте вашему телу возможность насладиться силой и движением. И тело вас отблагодарит и ощущениями, и видом, и цифрами на весах. Благодарю за внимание и до встречи!